Всем привет, друзья! Давно не было видео на канале, я решил объявиться. Немножко сменил я деятельность, там ездил на рыбалку, ездил на лесные прогулки, в общем, отошел от пчеловодства. Но решил записать такое видео, оно для постоянных зрителей будет неинтересно, потому что это видео будет о ульях, размерах ульев, какие улья делают, какие нюансы. В общем, я думаю, вы и так все это знаете. Но, тем не менее, приходят новые люди, новые подписчики, которые интересуются. Особенно под старыми роликами, где я там делаю простые улья. Спрашивают, почему не говоришь размеры. Сегодня поговорим о размерах. О самом главном размере. Там один только может быть размер. Есть нюансы. А все остальные там... Если вы хотите делать в ширину, лежак, какой, как говорится, к какому улью душа лежит. Можно и на 20, и на 24, и больше, и меньше. В общем, сейчас все это и обсудим. На улице, друзья, влажно, изморозь такая идет. Некомфортно, неприятно, не то слово. Зимовка такая, ну еще такой у меня не было. В общем... Вот вам и все размеры. Купите рамочку. В любом случае, если вы хотите делать рамочки самые и улья самые, для образца купите рамочку. Улей для образца я уже не говорю купите, потому что это все-таки дорогое удовольствие. Ну, а рамочку можно. Итак, вам нужно сделать оболочку, чтобы комфортно становилась эта рамка. Плечики. Разный производитель делает 35 миллиметров шириной, либо 37. Ну, стандарт 37, конечно же. Если померить расстояние рулеткой, тоже все зависит от станков, от калибровки. 43,5. Ну, здесь 43,6 сантиметра. Вам нужно улей делать при установке 45 сантиметров. Сейчас я вам покажу более детально. Так, друзья, на примере этого улья, здесь у меня хранятся рамки. 45, вот это расстояние. То есть для удобства установки рамочек. Спокойно ставятся. Если вы сделаете 44, мы же знаем, что расстояние вот это в рамках 43,5. Как бы плотно будет заходить рамка. Соответственно, есть вероятность давить пчел постоянно. Ну, переходы там между рамочками тоже это как бы начинается такая проблема у пчел. Но первое, это удобство установки. Вы будете давить пчел. Пчеловоду, ну, неудобно будет работать как бы с такими зажатыми рамками, потому что поднимаете рамку с пчелками, они лезут на боковые стеночки здесь, потом все это ставите, давите. А когда делаете 45, вот это расстояние, у нас получается здесь 6-7 миллиметров и здесь 6-7 миллиметров есть как бы зазора. И пчелка там свободно ходит, ничего не давится, все прекрасно. Вот это в принципе типичный лежак. Здесь я уже... Не знаю, сколько здесь рамок станет, около 20 рамочек, но здесь нет возможности установки магазинной надставки. Я бы рекомендовал, если вы хотите делать лежаки, все-таки делать повыше саму крышу, чтобы можно было поставить магазинную надставку. Вдруг вам повезет с медовой базой, у вас будет и здесь полный корпус, плюс магазинная надставка. Если с медовой базой как бы похуже, можно немножко как бы поджать гнездо, поставить магазинную надставку. В общем, можно... ориентироваться. Можно играться тоже так же и с лежаками, делить через разделительную решетку кормовые рамки, скажем, гнездовые, кормовые, под мед. Это уже такое. Как хотите, так и можно делать. В принципе, лежака сделать это плевое дело. Он проще. Можно практически одной пилой все это сделать. Вот и весь размер, друзья. Самый главный размер это вот этот вот. 45. А в ширину лежак делайте да какой угодно. Какой есть материал, такой и делайте. Сделаете большой, всегда можно поджать. Сделаете маленький, вот тут уже будут проблемы. Уже не расширите. Ну, я думаю, вы
понимаете. Еще о подрамочном пространстве. Это расстояние между нижней планкой рамки и дном улья. Я бы рекомендовал делать от 2 до 5 сантиметров. Такая золотая серединка. Сделали 2, 3, 4 сантиметра. Прекрасно. Вполне достаточно этого подрамочного пространства. Даже на средних семьях они хорошо все там чистят, убирают. Нету никакого там, скажем, и воровства. Потому что если сделать большое подрамочное пространство, плюс слабенькое, где-то будет семейка у вас, там уже охрана как бы не так смотрит. Все легко и просто, элементарно. Какие еще размеры должны быть? Взяли рамочку и сделали. Не нужно делать, чтобы рамка плотно стояла. Все должно быть с люфтом. Едем дальше по размерам. Разделители стандартные 37 мм. Это естественный получается сот, такой как нужен по глубине 12,5 мм пчелкам. Что мы понимаем? Если мы хотим сделать 10-рамочный, соответственно, у нас получается такой 45 на 37. Это внутренний диаметр улья. 45 на 37. Квадратик получается такой куб. Это 12-рамочный улей. Что так 45, что так 45. 37 на 12 у нас получается там 44,4, по-моему, миллиметра. Как раз 45 на 45 получается комфортный квадратный улей. Можно переставлять его, крутить, вертеть. В общем, это понятно. И рамки можно ставить, как бы, если сделать пропилы специальные, можно ставить рамки и на теплый занос, и на холодный занос, как уже душе угодно. В общем, 12-рамочный улей как бы такой универсальный, если его делать именно под 300-ю рамку. Вообще говорю я всегда о Додане, потому что как бы, ну, он везде и у всех есть. Не каждый использует узковысокую. И там на 145-ю тоже не рекомендую начинать с 145-й, скажем, потому что вы будете путаться в этих рамках в роевое время и так далее. В каких-то мелких там альпийцах тоже не рекомендую пока начинать. Сначала привыкните к простой рамке Додана, а потом уже можете пробовать и рута и так далее и тому подобное. Еще такой нюанс, почему нужно вот это расстояние, если вы ставите рамочки, именно 45 сделать сантиметров. Если сделаете 46, у вас плечики будут падать, скажем, проваливаться. Если вы набьете какую-то планочку, и у вас, ну, плечики будут висеть, но здесь будет от стенки улья большое расстояние. Что делают пчелки с большим расстоянием? Они начинают настраивать языки, соты, здесь все клеят. Потом сюда же приносят мед. И, соответственно, вы потом вырываете, все это течет. Я знаю, о чем я говорю, потому что у меня тоже поначалу я там где-то сантиметр не угадал. Это первые улья, я там особо не смотрел. Рамку вроде бы встает, смотрю, уже плечики плохо висят. Я планочку набил, ну, думаю, тут здесь около там 1,5 сантиметра, пускай такой зазор будет. Нет, пчелки все строят. Также большое подрамочное пространство. Если где-то вы, скажем, провороните момент и не расширите пчелок, нечего им будет делать, а взяток идет хороший, семья хорошая. У вас корпус как бы полный. Что пчелки делают? Большое подрамочное пространство, строят языки. Они даже могут строить небольшие язычки даже на маленьком пространстве, но все-таки это еще не критично. Чем больше пространства, у меня такие улья есть. Бывает, там я магазин поставлю, а они дают, ну и взяток такой получше. Здесь просто такие полностью язычки висят, достаешь по сантиметров 8 языки. Ну, придется обрезать. Во-первых, оно к дну улья все приклеено, все тоже течет. Так что мои такие рекомендации. Это расстояние, и это должно соблюдаться. В ширину, как я сказал, делайте какой угодно. Если вы делаете, скажем, большой лежак, там 24 и больше рамок, вы можете также делать не один центральный литок, скажем, ну, либо два, а сделать по бокам литки. В любой момент, скажем, вы можете один литок прикрыть, работать на один литок, либо
4 литка вы сделали. Можете сделать как бы двойную семью, разделили, вот вам и 2 семьи. Даже если семья разрослась, там вы перегородку поставили, все, у вас получился отводок. Отводки также можно делать, скажем, эта семья правая, будем так называть, в одном улье. Уже большая, вы хотите немножко тормознуть, переставили в соседний, в этот же улей просто переставить через перегородку. Вот вам еще одна семейка со временем будет. Итак, какие бы я вам дал рекомендации по поводу все-таки делать улья? Смотря на нынешнюю ситуацию, я бы сказал так. Для меня на данный момент лучший вариант все-таки это будет 8, 10, 12 рамочные улья. Плюс магазинные надставки. Из-за таких взятков непонятных, это самые удобные улья. Можно взять хоть немного меда за счет того, что объем гнезда не увеличен, скажем, не такой, как вы на лежаках там наставите 20 рамок, уже пчелы в магазин не пойдут, потому что если слабый взяток, им и внизу есть работа. А в компактных гнездах все-таки какие-то излишки меда они заносят в магазин, и уже можно оттуда взять товарный мед. Это так, если для товарного меда. Ну и кочевать, соответственно, если вы вдруг надумаете даже свои, там, скажем, несколько ульев где-то перевести, что лежака вести, а что, скажем, 8, 10 либо 12 рамочный улей. Это однозначно легче, скажем. Корпуса завезли, потом привезли в магазины, подкинули им и пускай работают. Я думаю, это понятно. 8, 10, 12, 6. Не знаю, я бы... Ну, мне кажется, маловато все-таки для гнезда. Во-первых, нужно второй корпус ставить, потому что, ну, пережатая семья будет. Соответственно, как бы такая башенька получается. Не знаю. У меня 10-рамочники есть, чем я пользуюсь. Но они у меня как бы на 9 рамок. То есть 10-рамочники на 9 рамок, 12-рамочники на 11 рамок. То есть я там заставную ставлю и такой средний вариант. В принципе, неплохо получается. Если есть взяток, даже на моих кратковременных взятках, 2 магазинчика, я вам показывал летом, получается у пчелок поднести. Я ставил 2 в 12-рамочник и 2 в 10-рамочнике. В принципе, пчелки срабатывали на кратковременных взятках. Конечно, если у вас повезло с местностью и нету провалов, и взятки идут хорошие, потом поддерживающие, можно ставить магазинов и побольше. Это я так, 1-2 минимум для старта магазина должно быть. По поводу литков. Если литок сильно высокий, скажем там сантиметр либо больше, пчелки его начинают прополисовать. От до сантиметра, там 7, 8, 9 миллиметров, если сделать этот литочек, в принципе норма. Там пчелки заходят, особого теснения нет. По ширине тоже я на глаз там делаю. Делайте 10, 12, 15 сантиметров. Всегда можно его прикрыть. Это не такая уж проблема. Можно сделать больше, потом прикрывать. Можно сделать средний. Какой угодно. То есть особой проблемы с литками тоже у вас не будет. Ну, сделали большой, ну и что? Можно немножко прикрыть его. Это не проблема. Взяли даже кусочек деревца, аккуратно торцанули, и все, порядок. Круглые отверстия тоже от 20 до 30 миллиметров делайте, скажем, и прекрасно пчелки себя тоже чувствуют. Такое получается как бы дупло естественное. Так что, друзья, подводим итоги. Ничего сложного здесь нет. Улей может сделать каждый, было бы желание. Если делаете лежаки, моя бы рекомендация все-таки была с возможностью установки магазинной надставки. Неважно, какой, насколько у вас большой лежак. Все равно делайте большое подкрышное пространство, чтобы можно было поставить магазин. Также, чем больше пространства под крышей, тем лучше вентиляция. Я видел, что, вернее, замечал, там и влаги поменьше и так далее и тому подобное. В общем, там условия зимовки будут хорошие, комфортные. Соответственно, и летом, если вы сделали лежак, а есть такая прослойка между крышей и
рамками, не так прогревается, не так припекает, если стоит где-то улей на солнцепеке. Вот и все. Все рекомендации, друзья. Ничего сложного нет. Всем пока. Всем до скорых встреч. Не забывайте подписаться. То ли еще будет. Пока.